Вечер в швейцарских Альпах был суров. Ветер выл между скалами, завывая, словно чьи-то голоса, потерянные в снегах. В старом деревянном доме на склоне горы дрожал огонь в камине, разбрасывая по стенам неровные тени. Внутри было тепло, но воздух оставался тяжелым, как будто сам дом помнил боль. У двери стояла женщина, молодая, истощенная, с волосами, сбившимися в пряди. На ней были тонкие лохмотья, едва прикрывающие плечи. Ее руки дрожали, губы побелели от холода. Перед ней стоял мужчина, высокий, крепкий, с резкими чертами лица. Его звали Майкл Роудс, бывший военный, ушедший из службы после трагедии, о которой никто не спрашивал. Он долго молча смотрел на женщину, потом тихо сказал: «Сними эти тряпки». Она отступила, прижимая к груди край ткани, испуганно глядя на него. Но вместо угрозы услышала, как у ее ног упал сверток. «Надень это. Здесь холодно». Она наклонилась. Внутри лежало чистое шерстяное платье и меховой платок. Женщина, Анна, как позже она назовется, не сразу поверила, что это не ловушка. Но, надев платье, почувствовала тепло и безопасность. Ночь опустилась на долину. Снег мягко падал на крышу, ветер утих. Анна сидела у камина с миской горячей похлебки, боясь даже дышать слишком громко. Майкл сидел напротив, глядя в пламя. Его лицо освещалось оранжевыми бликами, глаза оставались холодными и усталыми. Долгое молчание нарушил ее тихий голос. «Почему вы помогаете мне?» Он не ответил сразу. Провел рукой по лицу, будто пытаясь стереть воспоминания. «Потому что когда-то я не успел помочь другой», — сказал он наконец. «Моей сестре». Он замолчал, но слова словно остались висеть в воздухе. «Ее забрали, как тебя. Я тогда был мальчишкой. Помню, как она звала, а я стоял и не двигался. С тех пор я вижу это во сне». Треск огня был единственным звуком. Анна слушала, и по ее щеке скатилась слеза. «Вы нашли ее?» — тихо спросила она. Майкл покачал головой. «Нет, но, может, помогая тебе, я хотя бы немного прощаю себя». Он подошел к окну. За стеклом бушевал снег, белый и безмолвный. «Завтра отвезу тебя в монастырь в долине. Там безопасно». Анна долго смотрела на него. В этом грубом человеке она видела не жестокость, а боль и человечность, укрытую под суровой оболочкой. Когда она легла на лавку и укрылась одеялом, впервые за долгие месяцы ее сон был глубоким и спокойным. А Майкл остался у камина, глядя на огонь. Треск дерева, тихие искры, летящие вверх. Все это звучало как прощение. Он не знал, простил ли себя Бог. Но этой ночью, впервые за многие годы, ему показалось, что кто-то, возможно, его сестра, наконец простил его сам.